В марте 1990 года Михаил Горбачев стал первым и единственным президентом Советского Союза, а уже 7 ноября того же года на него было совершено покушение. И совершил это покушение житель города Колпино Александр Анатольевич Шмонов. Давайте вместе узнаем некоторые подробности этого неудавшегося покушения. Как гласит биография, Александр Шмонов родился в 1952 году в Ленинграде, вырос в благополучной семье, прошел службу в рядах советской армии, жил с семьей в обычном рабочем общежитии. С 19 декабря 1985 года по 16 октября 1990 он работал на Ижевском заводе слесарем по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования. А ушел он с Ижевского завода по собственному желанию, для того, чтобы приобрести и подготовить все необходимое для покушения. Многие источники сообщают, что на завод Александр пришел после службы в армии, но в это верится с трудом, так как на момент устройства на завод ему было уже 33 года. По его словам, до работы на заводе он работал младшим научным сотрудником научно-исследовательского института кибернетики. Тогда технологии в СССР только начинали развиваться. Для покушения, конечно, необходимо было оружие. Для этого Александр вступил в общество охотников и рыболовов. Важный момент. Для членства требовалась справка из психоневрологического диспансера, и Александр Анатольевич получил ее, хотя в некоторых книгах, например, под названием «Покушение и инсценировки» от Ленина до Ельцина, указывалось, что он лечился в Ленинградской психиатрической больнице с диагнозом шизофрения. Но это всего лишь байка, возможно, выдуманная или подслушанная где-то автором книжки. Александр неплохо стрелял и в армии, и имел возможность тренироваться в обществе охотников и рыболовов. Свою двухстволку Шмонов купил в магазине за 900 рублей, получив накануне покушения официальное разрешение в милиции. Александр активно участвовал в общественно-политической жизни Ленинграда. На этой фотографии мы видим его с протестным плакатом на демонстрации в Колпино. Перед отъездом он послал в Кремль письмо-ультиматум, но убедившись, что его требований, изложенных в письме, выполнять никто не собирается, продолжил приготовление к покушению. 5 ноября 1990 года он выехал в Москву. 6 ноября он расклеивал по Москве объявление с призывом к убийству Горбачева. Утром 7 ноября он зарядил обрез собственноручно изготовленными боеприпасами повышенной убойной силы, с которыми идут на охоту на крупного зверя, и попадание которых в человека практически гарантировали летальный исход. В кармане брюк он оставил предсмертную записку. На случай моей смерти сообщаю, что я хотел попытаться убить президента СССР Горбачева. Впоследствии Шмонов рассказывал, что в случае убийства Горбачева с первого выстрела он планировал второй пулей застрелить председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова. В 11:09 вместе с колонной демонстрантов Шмонов приблизился к мавзолею, где находилось руководство СССР во главе с Горбачевым. Когда до мавзолея оставалось 47 метров, Шмонов выхватил обрез, прицелился Горбачеву в голову и нажал на спусковой крючок. В последний момент сержант милиции Мыльников сумел ударить по стволу, и обе пули ушли мимо. Кстати, герой нашего сюжета сам со временем, можно сказать, выдумал байку о том, что у него был напарник, и в покушении должны были участвовать двое. Конечно, попытка была просто обречена на провал, шансы были минимальные. Праздничные колонны трудящихся шли организованными группами, и появление чужака в группе могло вызвать подозрение. При этом действовала инструкция, по которой необходимо было сообщать о таких чужаках. Во-вторых, если вы обратите внимание на расстановку колонн на Красной площади, то увидите ряды штатных и нештатных сотрудников органов правопорядка, госбезопасности и прочих служб. Соответственно, их задача была в четком реагировании на нештатные ситуации. Также в открытых источниках сообщается, что президент Горбачев был защищен броней под костюмом, но, понятное дело, при попадании пули в голову броня не спасла бы его. Шансов было мало, и они не реализовались. Александра Шмонова скрутили, около года Шмонов провел в тюрьме, затем был признан душевно больным и на 4 года отправлен в психиатрическую больницу. После выписки он был признан инвалидом второй группы. Пока он лечился, его жена развелась с ним и забрала с собой дочь. Около года впоследствии он работал сантехником. Затем создал и возглавил ремонтно-строительную фирму «Тонна золота». Через несколько лет он стал заниматься активной общественной деятельностью. В 1999 году пытался баллотироваться в Государственную Думу по 206-му избирательному округу Санкт-Петербурга, но местный избирком отказал в регистрации, забраковав большинство собранных подписей. После снятия с выборов он стал правозащитником и создал несколько общественно-политических движений. Кстати, если вы откроете старые колпинские телефонные справочники 2000-х годов, то наверняка найдете несколько таких движений со странными наименованиями и одинаковым номером телефона. В 1998 году Александр выпустил книгу и опубликовал несколько изобретений и трудов. Кстати, с ними вы можете ознакомиться на сайте Александра Анатольевича. Конечно, серьезно к ним относиться трудно. Скорее всего, они напоминают наивные мысли ребенка о том, как сделать мир лучше и чище. Во всяком случае, у меня именно такое впечатление создалось после ознакомления с сайтом. Почему же колпинский террорист стрелял в руководителей Советского Союза?
Александр считал Горбачева ответственным за гибель людей в Тбилиси и Баку, а также обвинял его в захвате власти в СССР и прочих злодеяниях. Попытка наказать руководителя государства закончилась мытарствами в психиатрических больницах и инвалидностью. В своих поздних интервью СМИ Александр сообщал, что не сожалеет о содеянном, а жалеет, что не попал тогда на Красную площадь. Со временем эта попытка покушения стала восприниматься в нашей стране по-другому, и у многих стала вызывать сочувствие и даже сожаление о том, что она закончилась неудачно. Но во всяком случае она коренным образом изменила его жизнь и ничего не изменила в нашей, тогда очень большой стране. Такая вот очередная колпинская история, поросшая со временем некоторыми байками. Если вы узнали что-то новое или история показалась вам интересной, то ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр, смотрите наши предыдущие и, конечно, следующие новые выпуски колпинских баек.